в начале новостного блока я поясняю за название стрима. Название стрима звучит как «Пророссийские силы в Украине подымают голову». Ну и заходи, по-моему, это довольно иронично, будто бы они у нас подымают голову. Что несется, да? Движ несется за глаза, как говорил Бардаш, еще один представитель подымающих голову пророссийских сил. Что несется, да? Ни с того ни с сего, неждано, негадано, Бойко, не скажешь лидер оппозиции, ну, лидер фракции парламентская оппозиційна платформа «За життя», да, традиционно называемой, ну, носящей клеймо пророссийской в Украине. Бойко, не вышка, а политик. Бойко записал видео, или то ТикТок был, или что-то, короткое видео, в котором видео начинается с того, что там Бойко сидит со спитым, блядь, ну реально с очень спитым видом таким, сбуханным почему-то, ну, в общем, со спитым таким видом, плашка снизу, почему-то стих Расула Гамзатова. Мне нравится, как Кашин называет поэта Расула Гамзатова Расул Гамзатый. Почему-то строчка Расула Гамзатова тот, кто стреляет из пистолета в будущее, потому будущее стрельнет из пушки. Намного, мне кажется, ну это я оцениваю жизнь насекомых, откровенно, там это, блядь, что мертвому припарка, что пить боржоми, когда почки отпали. Но с политтехнологической точки зрения лучше было, как уже сидящий на киче нардеп Шевченко, цитировать кругом, что он и делал другого антисемита Шевченко, его однофамильца, Тараса Григоровича Шевченко. Намного было бы лучше, потому что кто такой Расул Гамзатый этот, и какое он відношення має до Украины. Но тем не менее, там Бойко говорит в этом видео о том, что некие радикалы в Украине перенимают... Какие радикалы? Это все делает украинская влада, украинский парламент и, как правильно пишет Арестович, местные органы власти. Это не какие-то маргинальные там радикалы. Это старые папки, старые методички, он говорит, времен Януковича, когда они все это создали, да, как пугалку во многом, политтехнологическую, да. Уже сейчас все не так. Сейчас уже маргиналы, радикалы это они, да. Но тем не менее. Хотя тоже, ну, таких там ветеранов, тип стейтов, как Бойко, называть, конечно, какими-то радикалом-маргиналами тоже не поворачивается язык. Ну, короче, там он говорит о том, что некие радикалы в Украине берут пример с радикалов в Америке, с БЛМщиков. Мы БЛМ, кстати, поддерживаем. БЛМщиков, которые сносили памятник Колумбу, который открыл Америку. Поднялась рука, вы представляете? Кто помнит, такое было в клане Сопрано, серия была про Колумба, да? Хорошая. Видимо, он ее посмотрел и этим вдохновился. Ну, в общем, да, и говорит, что некие радикалы вот берут пример с американских БЛМщиков, вдохновляются ими и что творят, сносят памятники, переименовывают города и улицы. Мы выступаем, говорит он, за единение Украины и украинского народа. Дальше он почему-то, тоже странный ход, но мне кажется, он переоткрывает какую-то завесу в будущее. Дальше почему-то заканчивает ролик философски, бойко, по-французски, и реально приказывает долго жить. То есть прям так и говорит. Всем желаю оставаться здоровыми и крепкими пока. Ну, понятно в целом, в целом понятно. Понятно. Ну, в общем, что потом началось? Всеобщее возбуждение, всеобщее. Все АПшные лидеры общественного мнения. Лоченков воюет с Крюковой, вы видели, с главредом страны ЮА. Не знаю, какие там у них отношения. Что началось потом? Андрей Борисович Ермак сказал, что там, блядь, забываются какие-то опять парламентарии, опять угрозы и давление на парламент, но нам не привыкать. Со стороны офиса президента. Вот этот Кнур, Руслан Стефанчук, глава парламента, да, спикер в парламенте, главное лицо, второй человек в стране юридически, тоже сказал, что, блядь, не надо забываться там, не надо базарить. Ничего такого, нужно сказать, что ничего такого на самом-то деле Бойко не сказал. Против Бойко играет только то, что он Бойко. Да.
Но тем не менее нельзя. Это он вышел за рамки, видимо, парламентских каких-то своих возможностей. Хотя, ну, очевидно, что нет, да, ничего он такого не сказал, ни к чему не призывал, наоборот, призывал к единству, ко всему хорошему. Ну, в общем, да, лачены все возбудились, естественно. Основное их требование это чтобы занялось СБУ, чтобы службой безпеки Украины травить украинского парламентария, да, опять-таки, человека, которого выбрал украинский народ. Нравится им это или нет, все-таки это представитель народа, да. Но это мелочи, конечно, травить, конечно, на зону, конечно, на подвалы. Ну, я всегда говорил, сила языка, да, вот этот термин на подвалы, он к нам пришел с ДНР, с ДНР. И в этом смысле, как опять-таки Кашин часто говорит о том, что это не Россия присоединила к себе ДНР, это ДНР в каком-то смысле присоединила к себе Россию, да, вся Россия больше стала похожа на ДНР с этим присоединением. Так и здесь, конечно, это скорее многое о нас, в общем, говорит, да, в этом соотношении и вот такой силе языка, типа ждуны, термин ждуны тоже оттуда, с тех земель, люди, которые ждали прихода Украины, да, на Донбасс. Так и, собственно, этот термин на подвал, да, означающий правосудие. Ну и вы видели, как просачивается вот этот термин бутылка на бутылку, бутылкизация, швабризация, это теперь тоже в Украине, опять-таки, о силе русской культуры и поэзии коричневого века, да. Несмотря ни на что, все равно это захватывает Украину. И здесь тоже уже на бутылку и на подвал стало синонимом типа торжества правосудия. Ну, в общем, это так, философия. Ну, в общем, что началось, вот такая реакция заставляет задуматься, что вообще происходит. Нужно понять контекст, что с начала войны, вот какая судьба постигла их побратима, да, Медведчука, Кича сразу, да, и потом обмен. С этого момента, ну, как я понимаю, над всеми ими, над всем этим оппозиционной платформой «За життя» повисла возможность полного разгрома с посадкой в тюрьму, да, то есть уголовные дела. С помощью этого, да, опять-таки традиции украинского парламентаризму, с помощью этого у фракции «Слуга народа» в парламенте, у президентской появился целый пакет, второй по размеру фракции в парламенте по голосам, да, второй же. Ну, в общем, объемная фракция по голосам получилась. Они себе их добавили, да, то есть все эти депутаты, на мой взгляд, очевидно, что под угрозой, ну, это абсолютно, они голосуют за то, что полностью расходится с их позициями все время озвученными до этого. По всей видимости, под угрозой этих уголовных дел, да, и чтобы сидеть тихо, мирно и ничего с ними не случилось, не попасть в тюрьму, их, по всей видимости, заставляли голосовать так, как скажет Давид Арахамия, образно говоря. Кстати, конкретно Давид Арахамия, это глава фракции «Слуга народа» в парламенте президентской, он конкретно какой-то дал нейтральный, условно, комментарий. Я, правда, оригинал его не читал. Нейтральный комментарий Давид Браун дал на тему этого Бойко. Сказал, что Бойко в какой-то антиукраинской деятельности уличить не выйдет. Как недавно тоже президент подписал закон, который там как-то позволяет лишать государственных наград зрадников Украины, и тоже возбудились люди, которым не безразлична судьба Украины, возбудились нему того, что наконец-то Бойко лишат награды. Я вот сразу задался вопросом, почему? Он же не является зрадником Украины даже в том сомнительном юридическом смысле в Украине, да. То есть его ничего не лишат на данный момент. Ну, в общем, я это все к чему вел. Нужно ввести в этот контекст, что это была полностью им подконтрольный пакет голосов в парламенте, которые им нужны. К тому же смотрят они в будущее, да, ситуация в стране тяжелая, и понятно, что держать, об этом говорил Давид Арахамия, но я думаю, что это очевидно, что у огромной фракции в парламенте есть как плюс, так есть и минусы. Чем больше людей, тем сложнее их контролировать, тем сложнее их держать в узде, и понятно, что никто не застрахован от того, что это монобольшинство, оно может резко развалиться. К тому же много писали о том, какие кризисы там есть в этой фракции президентской, да, и если ветер внутриполитических настроений, да, социальных в Украине подует прям как-то совсем сильно, стремительно, шквально, то вполне может она разрушиться. В общем, голоса никогда не бывают лишними. Голоса никогда не бывают лишними. И это заставляет нас задуматься о том, почему Бойко такой активный политический шаг сделал, такой смелый и буйный, чем это вызвано, да, к тому же понимая все свои перспективы. И тут начинаешь теряться, то есть с одной стороны, понимая ту подконтрольность, в которой он находился, ну и, вероятно, до сих пор находится Бойко, невольно закрадаются конспирологические мысли на тему того, что, возможно,
из него выстраивают какую-то такую, ну, в преддверии тех возможных выборов, которые, может быть, скоро начнутся после долгожданного договорняка, вдруг он будет, да, мало ли. Если будет, то хорошо для них, да, они уже готовятся к выборам, если не будет, ну, ничего страшного, ничего не потеряли. Ну, в общем, в тех выборах, да, которые будут, возможно, они, понимая ситуацию, до которой они довели социальное настроение в стране, особенно по линии культуры, языка, понимая то, как теперь выглядит Украина в смысле перемещения людей из востока страны туда вглубь, да, понимая все это, они готовятся к выборам, понимая также то, что уже столько ватников, да, тех, которые проголосовали бы за ОПЗЖ, но на тех выборах, где четвертое место президентские выборы, да, четвертое место занял Бойко на них, когда выбирали Зеленского. Так в общем, да, понимаю, что когда на тех выборах люди голосовали за Зеленского, те люди теперь уже за него голосовать не будут, да, потому что тогда такую разгромную победу Зеленскому и в парламенте, и президентскую принесли как раз эти ватники во многом. То, что они смогли такой риторикой, которую они абсолютно решили потом за нее не отвечать, да, смогли отчленить огромную часть голосов от вот этой ватной группы электората, смогли их перетянуть на свою сторону, и эти люди за Зеленского проголосовали. Сейчас они, естественно, за него уже голосовать не будут ни при каких обстоятельствах, будут голосовать за что-то другое. И что-то другое это понятно, что не только Бойко, да, очевидно, еще кто-то попытается, и не факт, что они смогут с этим совладать, хотя будут пытаться, попытается создать какой-то противовес культурный, социальный, да, скажем так, который будет ориентироваться на ядро вот это ватное, да. Естественно, такому делу неплохо было бы иметь какой-то спойлер маргинальный. Например, вот этого коня, да, пожилого, спившегося, Бойко. Это то, что приходит мне на ум, потому что я уже пытался объяснить, почему, потому что не понимаю такого демарша, да, ну вот над тобой висят уголовные дела, в стране ситуация не располагает к тому, что что-то может тебя спасти народное, да, особенно ватное, такого не бывало уже 8 лет, да, ну уже больше даже. То в этом смысле этот шаг выглядит как самоубийство полное, да, потому что на народ рассчитывать ему не приходится, никаких рычагов и инструментов в информационном поле защитить у него нет себя. Может, он тоже знаком с Трампом, я сомневаюсь. В общем, выглядит этот шаг откровенно в таком смысле самоубийственным. И начинаешь тогда размышлять на темы такой конспирологии, что офис президента, и активно сразу же включились все его вот эти медиа, пытается выстроить какую-то такую фигуру под контролем. Мне кажется, в общем, ответ на вопрос об этом даст, наверное, посадка или не посадка Бойко после этого, да, потому что если Андрей Борисович пишет, значит варианта два, или посадят в тюрьму, или не посадят, да. Ну, если не посадят, то, мне кажется, стоит склоняться к тому, что я сказал. Они готовят спойлера к каким-то оппозиционным своему курсу силам, потому что я всегда говорил о том, что с 2014 года, конечно, основной их страх — это пророссийский реванш. Это очевидно потому, как они вкладывают силы, да, куда они вкладывают ресурсы в своих политических кампаниях. Это основная угроза, которую они видят, потому что понимают, что если это окно опять открыть, то потом с ним хер совладаешь, и Грузия отдыхать будет. Несмотря на то, как бы вам это сейчас странно не звучало, да, это странно звучит, и странно это все сейчас выглядит, когда я говорю, как раз потому, что очень много ресурсов они в это вкладывали, да. То есть это говорит об эффективности их работы и о том, что я не ошибаюсь на вопрос того, как они этими ресурсами распоряжались. Ну, в общем, я это все к чему вел, что, конечно, если не посадят, то вероятно действительно, что это такое вот попытка сформировать какой-то спойлер тем будущим силам, которые еще появятся на политическом поле украинском, вероятно, да. Свято место пусто точно не бывает в политике. Ну, в общем, вот. А если посадят, значит, Бойко совсем уже, блядь, пропил мозг и зачем-то решил самоубиться, да. Я бы на его месте лучше просто выбросил бы там мандат в урну под парламентом, сел бы на поезд до Ужа и переходил бы горы, да, и все. Потому что, ну, на мой взгляд, такая фигура, как Бойко, несмотря на то, что, ну, он ничего плохого не сказал. Более того, все, что он сказал, я считаю хорошо и правильно. Но это совершенно есть предел, да, это абсолютно оконченный человек. То есть помимо того, что это классический представитель старой школы, старых политических элит Украины,
что уже хуёво, ничего хорошего в этом нет, такое не хочется видеть нигде, кроме как где-то за границей или реально в тюрьме, да, то есть это не может вызывать никакой симпатии. Несмотря на то, что сейчас времена такие, казалось бы, уже, ну хоть за черта, за что-нибудь, только не за то, что есть, да. Но тем не менее, нужно как-то не мыслить в таких фаталистичных категориях, а пытаться мыслить иначе. То да, и исходя из этого, хотелось бы, чтобы ну, не было где-то этого Бойко. Ну и вот я пытаюсь просто описать то, что он, будучи таким подушкой для битья, да, таким местом в Украине, которое уничтожали все 9 лет, да, он перешел какой-то порог, на мой взгляд, такое, мне кажется, бывает. Какую-то прошел точку невозврата в своей популярности, когда он стал для народа Украины абсолютно конченным местом. То есть все, его политическая карьера какая-то, да, какое-то политическое будущее, его нет, оно кончено. Ну, я понимаю, что это, наверное, очевидная вещь, да, но, наверное, Бойко, да, просто когда это слышат, это для всех плохо, независимо от того, что он говорит. И в этом смысле ему лучше дать дорогу молодым и не выступать реально, если он реально надеется на какое-то вот это будущее. И это рассматривать не через призму конспирологии, а что он реально желает поучаствовать в следующих выборах, да, оглядываясь на свою популярность на прошлых выборах, неплохую для всех, кто в них участвовал в тех выборах, да, это неплохой результат он показал и в парламентах, и их политическая сила и в парламенте, да и на президентских, да. Ну, в общем, я это все к чему веду. Если он реально почувствовал такую смелость и желает поучаствовать в будущих выборах и где-то всплыть, это хуево, реально, это хуево. Лучше бы он уехал просто за границу, если есть такая возможность к там, другим вот этим Куницким и так далее. Да, потому что это скорее негативно повлияет для тех мыслей, которые он озвучил, да. Это отдалит их реализацию, его участия в политике, если он, конечно, не сядет сразу в тюрьму, потому что если мы не верим в ту конспирологию, которую я озвучил, а реально это вот такая его инициатива, то, конечно, вероятно, он ближайшую неделю, наверное, сядет просто в тюрьму и все. И на этом все закончится благополучно, потому что очевидно, что общество такое решение считает легитимным. Вот и все типа достижения. И никто там не будет разбираться о том, что он говорил, к какому единству он призывал. Вот. Так что вот. Ну, не знаю, вот это, опять-таки, психология, ссылаясь на его видео, которое он записал, которое мне сегодня перед стримом даже пришлось посмотреть, до этого я его только не смотрел, читал только гневные отзывы. То, что он там в конце приказывает долго жить, наверное, должно нас на что-то настраивать. Может, тоже, знаете, офисе президента такое практикуют, политика жестокая вещь. Может, это просто его сливают благополучно, да. Популярность падает власти, нужно какие-то меры предпринимать. Вот, посадил из Радника, давно не садили, голосовал он с нами в унисон, но это все хуйня. Сейчас посадим Зрадника, будет популярность. Согласитесь, такое тоже решение в духе офиса президента. И тогда его слова, вот этот там Рамсул Гамзатый и да, и вот это приказывают долго жить, ну, наверное, тоже нам что-то должно спойлерить, что он сядет в тюрьму, и это тоже управляемый процесс. Ну, в общем, вот так, странное, нелепое самоубийство в таком случае получается, но закономерно. Закономерно они всю свою карьеру до 8 года проебывали полимеры, воровали деньги, маялись хуйней, потом благополучно они пытались заигрывать как-то с властью, с ней играть на ее поле, благополучно проиграли, и сейчас благополучно за те 8 лет, за те 3 года вот этих голосований в парламенте теперь, ну, наверное, наступит ответственность в этом плане. В общем, вот так. Это такой положняк. Ну да, не знаю, нужно ли говорить в таких не, как это сказать, не вульгарных политических каких-то терминах, да, как будто мы в сериале «Карточный домик» каком-то, только Украина. Как бы этот мог сериал называться? Не знаю, ну, сами подумайте, как-то переиграйте. А если говорить как-то с точки зрения там институциональных каких-то величин, то, конечно, ничего хорошего об украинском парламентаризме, такое взаимодействие с парламентариями, даже если они нам не нравятся, не говорит, да, то есть там вот это, нам не нравится то, что говорит этот парламентарий, нам нужно его, конечно, посадить в тюрьму, разберитесь, как так. Ничего хорошего, конечно, таку країну чекати не може. Но это, я думаю, понятно, да. На здоровое развитие какое-то демократическое в широком смысле, да, самом позитивном, надеяться не приходится при таких традициях парламентаризма. И при том, что там самое молодое, самое прогрессивное, оно это поддерживает в целом и считает нормальным. Оно не считает нужным ни диалоги, ни какие-то там, не то, ради чего нужен парламент. Парламент не место для дискуссии в целом. Ну, в общем, вот так. Ну да, тоже, но это, наверное, последняя просто деталь, которую скажу, на самом деле, что хорошо работают в плане, что-то они еще хватку не потеряли. В политике
создали, да, политики хватку не потеряли, и получилось создать, ну, вот на мой взгляд, я что не читаю, при том, что я человек, ну, не заангажованный, да, в этом смысле, но я что не читаю, атмосферу абсолютного непринятия даже такого неодобрения курса державы, который я по личному опыту общения встречаю повсеместно у людей, да. Потому что, ну, я часто говорил о том, что власть недооценивает на самом деле вот этот фактор. Советский Союз мог себе позволить. Советский Союз был тоталитарной диктатурой, да, когда переименовывал города и все подряд, и ничего не боялся, да. Я к чему, что не стоит недооценивать психологический феномен вот именно регионального такого, не знаю, патриотизма, регионального национализма, да, в том смысле, что для людей очень важны нейминги именно того, где они выросли, где они родились, и вот этого всего, памятники, которые там стоят. Против этого бороться, это же ссать против ветра, на мой взгляд. В общем, в этом смысле много встречал людей, которые недовольны, но тем не менее, благодаря вот такой их мощной медийной машине, которую они за эту войну выстроили, да, благодаря тому, как они зачистили информационное пространство, то создать атмосферу абсолютного непринятия при помощи Бойко, да, вот этого случая, создать атмосферу абсолютного непринятия даже такого лайтового несогласия с курсом державы у них удалось. Такое чувство, что весь народ сплотился в едином порыве переименований, деканализации и других вещей, в общем. Тоже не могу не отметить их политтехнологический, наверное, скилл в этом смысле, правда? Ну, в общем, все, это точка. Так что да, ну, точка и типа итоги либо посадят, значит, может и так и планировали, а может действительно самовольную он исполнил, самовольное самоубийство, самовольное сипуку. Либо не посадят, значит ждите, блядь, на выборах будет у Арестовича голоса отбирать. Ну, в общем, вот так, да. Следующая новина, что солдаты КНДР, да, ну, я не знаю, я, в общем-то, верил гуру, верил во все это, верил во все такие вещи. Почему верил? Еще во многом потому, что Россия не спешила опровергать, да. А если не спешила опровергать, это нам должно нас наталкивать на какие-то мысли. Это то, что, ну, для меня нет никакого сюрприза, но важный факт, что абсолютно там уже железобетонно подтвердились наступающие цепями прямо, как деды, солдаты КНДР на фронте с российской стороны. Солдаты КНДР подтвердились полностью. Реакции 0 на массу, 2 на трассу международного сообщества. Хотя еще один повод для них что-то качественно изменить. Очень хороший повод, но ничего. Южнокорейцы, ну вы видели, да, основная такая сила, на которую здесь нужно было надеяться. Вы видели, что они учудили такую силу, скажем так, которая имела какую-то проактивную позицию во внешней политике. Она сама, блядь, уничтожилась. И, в общем, сейчас им, понятно, не до поддержек Украины совершенно. Тоже такая вот дело. Всенародный гнев и возбуждение. Ну, тоже, надо сказать, ватной прослойки людей. Клопотенко в трапезной Киево-Печерской лавры там какой-то свой Strange Brew делает. Я не смотрел, что, ну, какое-то в разные, ну, формулировки встречаю, это понятно, в зависимости от ангажированности. Кулинарное шоу снимает. Ну, когда читаешь, что снимают кулинарное шоу, типа, проснулся утром, открываю новости, Клопотенко сняв кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре. Что я представляю, что он ходит по церквям, может даже по самим печерам, да, и там, не знаю, мастер-шеф хуярит. Я не знаю, какие он там шоу делает, этот конь Клопотенко. Я по его рецепту делал пюре. Хуёвый рецепт, он, конечно, несмотря на то, что рецепт он это на русском в интернете держит, все равно это не лучший реально рецепт пюре. Просто картошку перетолочь с маслом, ну пюре, надо понимать, не суперсложное блюдо, с отакенным половиной бруска масла, это не лучший рецепт пюре, да. Вот я сам как добавил, да, мне посоветовали воду, в которой ты варил картошку, доливать туда. Супер пюре получается. Ну это уже такие разговоры для домохозяек. Ну, вы знаете, этот Клопотенко вроде недоволен оливье, да, такой хрюканиной откровенно. Я сам небольшой любитель оливье, но теперь приходится любить, раз такое говно его пытается забороть, блядь, приходится любить оливье. Ну, в общем, я это все к чему, что когда читаешь такое, то в голове что-то такое становится, что на мощах прям вот этих, да, в печерах там мастер-шеф снимают, например, конченый, да, какой-то. Но нет, если попытаться разобраться чуть поближе, то оказывается, что это не то же самое, как вот недавно видел немецкий какой-то архив передал Украине фильмы, которые считалось были утраченные, фильмы времен там Красного террора, да. И там был фильм, назывался в источнике, никак не в источнике,
ну как-то типа в центре мракобесия, да. И там какой-то фильм пропагандистский советский в духе типа антирелигиозной кампании советской про Києво-Печерську лавру. И там интересно громадське пише, ну типа там каждому этому фильму описание, и вот к этому фильму они написали «Радянська пропаганда в споплюженій Києво-Печерській лаврі». Понятно. Хотя по стопам абсолютно таким же, конечно, Украина движется в этом смысле, не меняется ничего. Ну, в общем, это все к чему вел, что если немного разобраться, несмотря на то, как бы нам не было неприятно вот эта форма жизни, как Клопотенко, да, то в целом там ничего такого ужасного нет. И в трапезной, и более того, это не кулинарное шоу, а, по-моему, важная вещь, да, все-таки такого рода традиции, мне кажется, нас формируют, как ни крути. Это само шоу, как я понял, да, само это видео, сам материал, он посвящен народным рецептам к Рождеству. По-моему, хорошая вещь. К тому же это не в том смысле, да, не в той мере церковь, как, блядь, прям храм, да, вот эта трапезная. Ну, в общем, вот так. Это просто на тему всеобщего возбуждения и там недовольства, типа. Был бы повод, недовольные у нас всегда найдутся. О, ну вы знаете, тут такое, зачитаю просто еще одно, наверное, зачитаю, еще одно депрессивное интервью Кулебы The Times, оно под paywall'ом, но я читал его, как, скажем так, читал выдержки из него в украинской прессе. Ну, Кулеба вообще известен тем, что ходит теперь по западным медиа, раздает охуенно депрессивного тона интервью. И вот что мне интересно, недавно та история, где его выбрали вот этим преподавателем, где у него сын купил трон Гитлера, да, трон из «Игры престолов». Вот эта история, где он уехал в Америку, типа, да, потому что там ему дали какое-то преподавательство синекуру, да, где-то на кафедре. Вот эти все истории, он говорит, что вся информационная кампания, как говорит Лачен, заказуха на меня, да. Лачена недавно где-то достали кусок интервью, где он говорит, что у меня свой фронт, его спрашивают, что ты воюешь? Он говорит, у меня свой фронт, это только в России из-под палки воюют. Он говорит, что это заказуху кто-то на него заказал. Ну хорошо. Ну, в общем, да. Вот эта заказуха вся на бывшего министра иностранных дел Украины Кулебу выходила, и сам Кулеба говорит, вот видите, идет заказуха, и так совпало, с этим связано точно, что эта заказуха идет прямо во время того, как я провожу там какую-то панель на круглый стол на тему того, что Украину нужно принять немедленно сегодня же в НАТО точно. При этом, вот я думаю, ну дегенерат же полный, что он говорит, блядь, какое НАТО нахуй ты говоришь, будучи дипломатом. При этом почему-то, проводя эти все круглые столы и неся там такой бред, во всех остальных интервью, чтобы выглядеть умным для западного читателя, да, типа мы, видимо, этого недостойны, но чтобы выглядеть умным для западного читателя, он везде рассказывает о том, что, вы знаете, реально, Украину в НАТО не возьмут, действительно. Украину в НАТО не возьмут, ближайшие 10 лет ждать не стоит на это надеяться. Ну, действительно, я с ним тут сгоден. Тут с ним сгоден, но это противоречит его, скажем так, деятельности параллельной. Также он говорит о том, что Трамп зря надеется, там, что быстро выйдет мир заключить. Он очень интересно формулирует, примитивно, но, наверное, это кратко и всем понятно, да, что на данный момент расхождение противоречий между воюющими сторонами такое, которое не позволяет заключить мир. Ресурсы еще есть, а противоречия сильные. Очень, очень правильно, очень мудро он говорит. Ну и, в общем, скептически он везде нагадил на договорняк, так что, пацаны, министр иностранных дел Кулеба, довольно мудрый человек, образованный, сказал вам, не ждите. Ну вот и все новости. Да, друзья, спасибо за то, что вы мне донатите. На ваши донаты я обарахолился новым шматом. Смотрите, друзья, купил на ваши донаты чмутовку, рубашку. В честь большого патриота Украины и волонтера чмута главного в стране. Купил чмутовку, чтобы быть с ним солидарным. Вот на ваши донаты купил чмутовку новенькую. Спасибо вам, друзья, за донаты. Все, читаю ваш чат. Мурахи по тілу після стріма Денчика. Да, Денчик звернувся до мурах. А я, кстати, не знаю, это фейковое название видео Порошенко, бо мне лень стало идти проверять. Трамп ограничен сейчас в возможностях. Вот когда станет презиком, то тогда можно крыть хуями, что он ничего не делает. Но он же не наш президент. Чем мне его крыть хуями? Он президент Америки. Пусть американцы там и оценивают его деятельность. Я занялся бы оценкой деятельности нашего президента. Потужничие такие. Вот Трамп только языком чешет. А вот Милей... Да, ну вот видишь, есть два типа людей, которые влюблены в Милея
И люди, которые именно из этого, исходя, видимо, какой-то скепсис яркий испытывают. Друзья, донайте, кстати, пожалуйста, деньги. Собираю на компьютер 43 тысячи. Давайте. Поднажмем. Криптомагнаты. Канадцы. Люди из США смотрят меня. Представляете, мне показывает YouTube и Spotify такую вещь. Так что давайте, друзья. У вас там точно бабки водятся. Якась гнилуха несеться. Да, гнилуха, гнилуха. Як це можна, поки таке? Шевченко не был антисемитом, он даже петиции в защиту евреев подписывал. Ну, ты знаешь, это сложный разговор. Это я в шутку скорее, конечно, сказал. Но то, что в нем такой классический южноукраинский антисемитизм присутствовал, на мой взгляд, это очевидно. Но это я опираюсь на свой життєвий досвід в этом смысле. Как он писал и неприятно называл, скажем так, таким словом запрещенным, которое использовал, до речі, Тарас Григорович Шевченко, называл Стерненка, да, активіста і волонтера з Одеси. А потом удалять приходилось. Мілфа відмовила лечену обідку піймав. Ну, що надо сказати, Крюкова ефектна жінка. Може, ОП так взбудоражило, потому что они увидели Бойко президентские амбиции, поэтому начали засирать. Я думаю, да, сейчас они особо понимают, что, скажем так, есть ситуация острая. Но такой шаг, просто понятно, что его посадят в тюрьму благополучно и все. Я не знаю, тут нечего думать, да. Я понял, если бы он это сказал, сидя в Белграде, условно, то да. А так это выглядит, как этим называется, нелепым самоубийством. Ну, может, он надеялся, что такая лайтовая риторика, но я думаю, стоит понимать, что все, что он не сказал бы, вызвало такую реакцию. Даже если он сказал бы «Чиназе саундтрес! Слава Україні! Героям слава!» Даже это его бы не спасло. Чому така підвищена увага до Стефанчука? Бо він один кнур УВР. Ну, він головний кнур УВР. Ладно, простите, если я реально злоупотребляю какими-то такими оскорблениями в адрес Стефанчука. Он гнида по множеству других параметров, кроме того, что у него есть статус парламентаря Украины, да? Украина — это еще одна Россия, не отрицайте этого. Ну, хотелось бы, блядь, по-другому, ты понимаешь? Хотелось бы по-другому. В чем тогда смысл? Россия — это еще одна Украина. Не, ну, можно как угодно называть. Но все равно вещи разные. Осуждаем ваші паралелі з Росією. Ми Україна, вільна країна, я вас всіх засуджую, хто там щось таке пише, що Україна це наче Росія чи щось таке. Це все неправильно, це все бездоказово, це все неправда, більше того. Це так не є. Я з вами повністю згоден. Хто це пише в чаті, не пишіть, блядь, це в чаті. Количество погибших солдат с украинской и российской сторон астрономическое, гораздо больше, чем сообщается официально Трамп. Не, ну я не сомневаюсь, но вот это любит он такие всякие обороты, там астрономическое, невообразимое. За это я его не люблю, если честно. Єбать, а що не так з Олів'є? Хай де нахуй чепух. Я не знаю, подивись. Ну каже, що це радянське наслідие там. Ну може я сейчас наклепа сделал, бо я тут еще знаток его. Знаю, що це какой-то конь, активно інформаційно представлений. Так Лачен має знати, хто йому заплатив за ці слова. Хай скаже, хто заказуху проплатив. Блядь, я не знаю, что он такую тупую позицию занял. Сказал бы, что там, блядь, так и есть, например. И хуй бы кто доебался. Вот так и есть, да. Нахуя он начал, что заказуха, заказуха. Промова Порошенка до мурах, блядь, реально так и сказали, да. Это новыми красками, да, та шутка Поперечного играет. Помните, он там с муравьями сравнил именно. Футболка, филярка, рубашка, чмутовка. Это как Остап Украинец одел Буденовку и его плохо обзывали. Ну и что, я думаю, он видумав. Україна воює за право стати Росією, а не бути в її складі. Дуже мудрі слова. Краще ми вступимо в Аль-Каїду, ну це імеється в виду півіця, да, українська, чим в НАТО. Як думаєш, чи на виборах буде голосування через Дію, чи не пройде цей варік? Ну, вони явно на це орієнтувалися. І були часи, хоча я зараз не відмовляюсь від цієї думки, що мені здавалося, що це основний локомотивна ідея цифровізації, це що все дійде до цифрового голосування на виборах. Ну, поки що глуховато. А права лялькова опозиція буде? Ну, тут же важче. Україна і парламентаризм – це оксюморон. Ну, потрібно, щоб було по-іншому. Бо парламентаризм і парламент як простор для дискусії – невід'ємна складова здорового сталого розвитку. Даю банку всім куб, пише людина на Ютубі. Це банку козацьку мається на увазі. Сейчас будет фрагмент общения с чатом.
перед новостным блоком. Жду, пока соберутся люди. Чмутовка, да-да-да, блядь, ты спиздил юмор еще до того, как я его пошутил, чувак. Как она хоть выглядит, блядь? Я просто, ну, чувствую, что похоже, но насколько не знаю. Но шутка эта была заготовлена. Но слишком умные у меня зрители. Чмутка. Чмутовка она, по-моему, чмутовка. Мутовка. Чмутовка. А ну. Ну, похоже, плюс-минус. Да. Так, все, понял, забываем, чтобы пошутить потом. Та не, нахуй, яка зрада, одні перемоги. Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу перемоги. Этот хлопець, это я. А що ти хотів від 300к наносек программиста? Ну, сильно умный ты для программиста, это раз. А два, денег, конечно. Денег. Денег, пацаны, давайте, донатим, блядь, з усіх этих. Я посмотрел, хочу новый компьютер. Ничего такого, просто новый компьютер. Старый уже не справляется. Новый компьютер. Насчитал я компьютер на 43 тысячи гривен. Надо покупать, желательно до Нового года. Потому что потом не дадут. Внимание! Сообщают, что Валерий Еврейчиков из квартала, да, братья Шумахеры, съебался в Австрию. Вот так, ну, так это же вроде давно. Это просто сейчас что-то его вспомнили, заказуха какая-то, как говорит Лачен, да, заказуху, заказуху на меня сделали. Да, заказуха какая-то, то вспомнили, что он съебался. Ну, правильно сделал, я бы на месте всех кварталовцев съебался. Потому что в этой хуйне участвовать, это надо, блядь, быть. Я съебрал за 85, нихуя себе. Но у меня нет таких денег. Что по начинке в компе? Ну, там какая-то видеокарта самая дорогая за 13 штук. Ну, в смысле, самая дорогая комплектующая. RTX 3060, 12 гигабайт. Ну, это самое такое бюджетненькое, что можно найти, что есть смысл покупать. Все детали синие, нет никакой там хуйни сине-зеленые. Нет там ни AMD, ни какой-то такой шляпы. Core i5, 12, по-моему, поколение. Но это так чисто, набросано было. Устраиваюсь 300 к наносеком без опыта, дают 20к ГРН потолок. Ну, ты знаешь, это же такой миф пожилой, да, типа о том, что там программисты бабки лутают лопатами. На самом деле там сейчас рынок такой, что можно спокойно работать хоть бесплатно. Видел, на российском информационном канале База вышло мини-интервью с прозвонщиком из Днепра. Говорит, 3 года в теме, заработал 500к за 3 года. Что за прозвонщик, типа с камеры? Нет, то, что спиздить можно много денег, это факт. Видите, у меня прическа, я тоже кашу под штемпа из квартала. Мандосов фамилия. Внимание, сообщает, что Валерий Украинчиков из квартала... Так, запрещаем мы такое. Лачен употребляет в своей речи термин «заказуха». Он там же окончательно охуел или реально верит, что Аллах деньги дает и темники спускает? А ты понял еще, на что он говорит заказуха? Заказуха — это то, что подняли фрагмент интервью его, ну, как я понял, подняли, где он говорит, что у каждого свой фронт. Ну, его спрашивают, что ты не на фронте, планируешь? Он говорит, не, у каждого свой фронт. Це тільки в России, на России, там на болотах с-под палки людей гоняют в армию. У нас у каждого свой фронт, и ничего насильно не происходит. И на это он говорит, что это типа заказуха. Может, это нейросети? Я не разобрался просто. То есть заказуха — это то, что подняли фрагмент его интервью. Охуенная заказуха. Да, давайте не будем обсуждать компьютеры. Давайте вы лучше донатьте, а там разберемся. Блять, там в комментариях на ютубе реально требуют ссылку на експерта, блять. Ну, те, що ми тепер у Хелєсів будемо ловити лазером тризубчатого і пса. Що чув таке, що лазери вже є на озброєння. Але нічого про це не знаю. Лазеры, блядь. Лазеры, ну это же уже вообще, да? Полная жесть. Сумрачный гений. Украинский сумрачный гений. Внимание! Сообщают, что на аналитическо-смуглом стриме Дениса с ноутбука на 1660 Ti в 68 раз больше зрителей, чем на стриме за счет Дениса на канале The Gays. Оце так новина. Ну, справедливости ради нужно сказать, что не только за мой счет, а за счет всех моих зрителей, потому что все они, вероятно, громадяне Украины. Каждого там программиста, каждого, кто честно заработал деньги, за их счет там один зритель сидит. Ну, слушай.
Надо им сказать, чтобы звали меня, будет больше зрителей, будет 20 зрителей. Комментарии будут интересные. Может зарейдить The Gays, но он же на ютубе. Был бы он на твиче, я бы зарейдил. Один зритель и то СБУшник, да. Один зритель и то администратор. Я так понимаю, да? Да они просто время не то выбрали. Там же в Америке сутки другие. Там все по-другому. Когда у нас ночь, у них день. Так а они-то что делают, исполняют? Ви оце про ТЦК не пишіть в чаті. Російською ці наративи. Питання теорії. Як, на твою думку, договори припинення вогню чи мирні договори в умовах приблизної рівності сторін заключаються, тому що ситуація на полі бою патова, чи навпаки, поле бою урегульовується через договори? Так, блядь, подожди. Питання теорії. Як, на твою думку, договори припинення вогню чи мирні договори в умовах приблизної рівності сторін заключаються? Тому що ситуація на полі бою патова, чи навпаки, поле бою? Да мне кажется, и то может быть, да. Просто кроме поля боя, ну просто я не знаю, мы включаем это в поле боя или нет, как бы все остальные совокупность, да, там, всех остальных ресурсов сторон, но они-то тоже, в принципе, вплывают на поле бою, да. То есть, скажем так, когда страны думают, да, как преодолеть разность своих интересов, да, ну, там, которая уже выражается в боевых действиях, то они учитывают, ну, наверное, скажем так, широту всю, да, ресурсов, в том числе и какие-то потенциальные прогнозы, да, в плане этих ресурсов, как они будут развиваться. То есть, если мы не заключим, то что там будет через год или два, условно говоря. То есть, станет хуже положение, выгоднее для нас или менее выгодно для нас. Ну вот так, да, то есть там множество переменных, если об этом речь. Держексперт так красиво рисував положняк по ВПК РФ 25-го года, щоб прийти к базовій мислі нашого стріма. Як раніше, але трошки гірше. Ну це всегда така мисль актуальна. Ну было бы странно, если бы у них экономика и ее прогнозы, хоть я и не экономист, да, но они были бы там типа лучше, ярче, надуи побольше, это, блядь, было бы странно. Однозначно будет хуже. Вопрос только с чем сопоставлять. И также вопрос в том, что это не главное, наверное, в войне важно, но не главное. Здоровенькі були, як вихідні, да, оце, блядь, прошибло на эти компьютеры. Меня единственное, что забавляет, как он говорит, что вот, если в РФ начнется мобилизация, общество будет в таком шоке, будто их невозможно контролировать даже на грани голода. Да, ну в шоке будет точно. То, что это сильнейшее потрясение, это факт. И я на этом тоже настаиваю. Ну, я в этом смысле не голословен, да, об этом говорит социология. Ну, оно и логично вроде, да, думаю, не то, чтобы там даже для этого социология была необходима. Літестейт пише: отой тип, який фоткався на фоні мужика на хресті. То корейці чи буряти прийшли? Боже, що ти таке пишеш? Що ти маєш на увазі? По-перше, про що ти говориш? Це, мабуть, якась нова російська інформаційна кампанія проти України, так? І ти вже кинувся її тут усюди усім розповідати, так? Потрібно мати критичне мислення і критичний підход до інформації, критичну її оцінку. Не потрібно усе, перше, що ви побачили, усюди розносити потім. Мобилизация будет шоком, но будет идти. Да, но я думаю, что их цель это, конечно, шока этого избежать. И в этом их секрет долголетия. Но опять-таки сказать, что это социальное потрясение Украине большой плюс на фоне того, что у них начнется мобилизация, для нас это будет сильнейший печальный сильнейший удар, рисующий нам очень хуёвое будущее. Так що надіятися на це не стоїть. Які корейці та українські традиційні методи виховання і лікування від залежностей? Ми маємо древню традицію православ'я, тому через хрест бісів з людини виганяли. Это мне напомнило, как когда-то я говорил о том, что в украинской армии також є такой вид неформального дисциплинарного наказания, как сажание в яму. Сколько людей со мной спорило тут в чате, сейчас они уехали за границу уже. Не может быть такого, это, блядь, типа там хуйня какая-то.
Это классика, блядь. Понимаю, когда вы... Понимаю, когда вынимаю. Понимаю этот вопрос, наверное... Зачем я это сказал? Понимаю, этот вопрос, наверное, будет обсасываться в теле стрима, но все равно, как думаешь, чего именно вся киевская интеллигенция на того Бойко накинулась, дали команду? Он же вообще никого не ебал где-то с весны 22-го, ну вылез же. В итоге, скорее всего, офис взяло его в оборот, Ну так он же сам кинулся в голос... Ну да, голосовал везде как надо, а сейчас снял какой-то относительно безобидный тикток на 50к просмотров, и политруки теперь горят синим пламенем. Ну, по сути, да, поговорим об этом. Похоже, что скоро присядет на кичу, вероятно, в стиле Шевченко. Но почему взорвалась именно сейчас? Потому что он ролик снял. Ну, я думаю, реально в теле там обсудим, в теле, как говорится, ближе к телу. Назвать нашу ракету Сапсан — это типа троллинг россиян, которые любят на Сапсане ездить. Блять, а реально ж есть, по-моему, такая ракета. После сериала Маркуса словом «шаламага» будут обозначать качественных кадровых офицеров. А качественные офицеры будут инициативных обзывать Маркус, да? Швидкісний поезд — це Інтерсіті. Янукович привез їх, і вони їздять кругами. Хундай. Вітаю, сьогодні буде експерт? Ні, сьогодні експерта не буде. Експерта почаще. Де купував? Купував в интернет-магазине в Украине. Ну, об этом мы еще поговорим. Ну, серьезно, то ее на секунде мне просто купили. Привет, красивая прическа. Откровенно кажу эстетически на десяточку. Но я уже говорил, что я в честь того, что Валерий Еврейчиков снова уехал в Австрию с квартала 95, то я, ну, как бы, подыгрывая этому событию, тоже прическу сделал в стиле одного из кадров из квартала 95. Фамилия у него Мандосов. Ракета Гіперлуп. Усилить лупашу. А від міністра Амеляна. Гіперлуп. Были же такие времена. Гіперлуп, блядь. Реально, представь, как они там ржали, когда этот гіперлуп, блядь, вообще обсуждали. Наверное, катались тупо. Дякую за відповідь. І декілька місяців тому подивився Солоніна, і в нього розклад до Горнячку формулюється мирний договор, закріпляє реалії на землі. Боже, я даже почти його голосом сказав. Типу, спочатку фронт, потім політика. У мене про це було питання. Ні, ну я розумію, ну це просто, знаєш, блять, очень объемная тема, реально множество переменных включает. Можно очень, ну реально нужно долго об этом говорить, чтобы говорить предметно. Но, типа, это как вот это утверждение, знаешь, что все войны заканчиваются переговорами, да. Не, ну оно-то так, формально, да. Но разница между подписанием капитуляции и переговорами какими-то, как, не знаю, там, Дейтонское соглашение, еще что-то такое, типа, разница очень большая там, условно. Я бы даже сказал, что это охуенно разные вещи. Просто и там, ну, присутствует акт подписания чего-либо. О, знаю схему, візьми, ти не повіриш, я о ній почти думав. Знаю схему, візьми розстрочку комп, монобанк і переїдь в Донецьку область, темка, да, Мандосов, да. Ракета Head and Shoulders, Путин сказал, за 24 год заключено 430 тысяч контрактов. Сегодня тоже смотрел, как он что-то рассказывал со своим министром обороны Белоусовым, говорил, какие тут все нелегитимные, рассказывал свои познания в тонкостях конституционного права Украины. Рассказывал, как у нас судей расчехлили и Конституционного суда, и Верховного суда. А судья Конституционного суда аж убежал за границу, и там его охраняют, щоб не кокнули. Як пан стрімер оцінює активізацію різних політикам, виборам бути чи ні? Ну, они логично, да, закономерно, я об этом уже говорил, ведут так себя, будто бы они будут. Ну и это выгодно, да. Если они будут, то ты как бы, ну, куда-то тянулся, да. Если не будет, ну, значит не будет, так уж и быть. Понятно, что сейчас вероятность этого, ну, с их точки зрения, она типа выше. И они, конечно, начали активнее включаться в политичное життя. Просто я бы не пытался через это делать выводы, да, по описанным мной уже, да, скажем так, феноменам, да. Нелогично, неправильно делать выводы, что если они как-то активнее включаются в политику, да, нам кажется, что, ну, вполне так и есть, да, политическая жизнь, она разрастается, активизируется, то это значит, что они знают точно, что будет мир. Да это нихуя не значит. Это значит, что они, ну, может такая вероятность, ну, а кто скажет, что нет, действительно увеличилась. Но это никак не означает, что им позвонили представители мирового правительства и сообщили, что скоро будет договорняк, пацаны, готовьтесь к выборам. Наверное, буде на Різдво качка по-пекински. Я уже купил горелку для обсмалки. Все сексы, включая не по обоюдному согласию, заканчиваются оргазмом. Ну, логично.
Ну, он и так періодично активен, в смислі, Сивочолий, да. Я був в шоці, що Сивохо помер ще в минулому році, його поховали на рідній землі, тобто в ДНР. Шкода, його реально поховали в ДНР? Да, помню, що помер. Ну, не знаю, шкода, не шкода, ну, помер. Що тут скажеш? Я просто мало что про Сивохо могу сказать. Хотя интересное интервью с ним я какое-то читал. Там, где он описывал, как тяжело с такими позициями в Украине существовать и как, с какой он политической борьбой столкнулся. И там он описывает сейчас какую-то характеристику дает президенту, отношению своему с президентом. Це тоже довольно цікаво. То есть не то, что они кенты были. А ты отмечаешь Різдво 25 декабря или 7 января. Я отмечаю его 2 раза. По старинке отмечаю. Ладно, почекаю, поки мій фаворит Ляшко включиться. На вихідних вдалося поспілкуватися з дуже свідомою громадянкою, яка живе в Німеччині і усирається за українську мову та патріотизм. Протягом розмови мені увесь час хотілося сказати, що я за своїх тупо сонцеясного Владим Владимировича, тупо із внутрішнього протиріччя. Охуєнний експірієнс. Так о чем ты с ней договорился? Ну, если она такая патриотка, хули она сидит там в Германии? Пускай пиздует в Украину и тут сидит под бомбами, блядь, и без света. И пожинает плоды всякие, да. Придбав же резинку від Монобанку, так вони ж її не продають, це прикол. А навіщо вибори? Ми маємо прекрасного верховного лідера. Ну тому що у них жага до влади, ти розумієш? У політиків в Україні. Жага до влади, і через цю жагу, пиху, свої амбіції вони намагаються знищити Україну. Да? Любов сильнее на расстоянии. Большое видится на расстоянии. Не, ну это я в шутку сказал. Понятно, что такое оно уже необучаемое и неисправляемое. Лучше пускай там едет и сидит и побыстрее отказывается від украинского паспорта. Как думаешь, Арестович получит голоса, чтобы войти в Раду? Ну, на данный момент у него нет шансов просто в Украине вести никакую политику, да, потому что он, ну, в изгнании откровенно. А то я вижу, что он у Зумерков набирает популярность. Мы за Арестовича в ТТ. В ТТ это что, в ТикТоке, да? Понимаю, выборка не очень. Но раньше такого наплыва не замечал. Да не, вроде. Я думаю, сейчас даже популярность его подснизилась, ну или, как сказать, узнаваемость, да. Забываться стал. Просто тут вопрос уже реализации на земле. Я не знаю, как он собирается вести здесь кампанию, да. Ну, у Украины был опыт, когда политики вели кампанию, не находясь в Украине. Но я думаю, что сейчас так не выйдет. Хватило грошей тільки на один мандарин, ну скільки донатите. И то он бутафорный, вы заметили, что мы его не едим, пластмассовый. Мне всегда поднимают настроение публікації пабліків-мільйонників. Типа шок, Петро, да, Петро Порошенко звернувся до мурах. Шок, Петро Порошенко прийшов на зустріч з шановними іноземними партнерами в куртці Gucci Prada за 28 мільярдів євро-доларів. Тим самим дуже обурив партнерів і українців. Ну я в шоке. Быков сказал, что Арестович встречался с Маском. Не, ну это круто, а как это поможет в этих условиях? Не, вообще не знаю, может оно так и есть. Они все себя ведут так, будто, блядь, вообще вхопили Бога за бороду, а потом в итоге сидят по СИЗО. А время идет. Мандаринка наколотая. Это правда, мандаринки наколотые. Это, я думаю, не стоит даже объяснять. Арестович охуенная программа. Упразднить Центробанк, создать заборостроительные институты изучения арслов и преследовать попередников. Да, такого мы еще не видели. Да-да, чекаємо плакатів Арестович в городе, ну и танцующий волк на фоне, тоже медведь вроде. Маск после того, как услышит философию Арестовича, ну, думаю, языковой барьер помешает, запустит его на ракете обратно в Украину, может быть. Шелдон спрашивает: Денис, вот ты прожив некоторое... Это ты, конечно, тему опасную поднимаешь. Денис, вот ты прожив некоторое количество лет в деревне, какие плюсы, минусы видишь? О, блин, ну минусов больше. Если ты молодой человек, то ловить в деревне... Ну, правда, сейчас в Украине все в жопе полной, то похуй где жить, все равно будешь в жопе сидеть. Да, но если эти неадекватные условия отбросить, да, то, конечно, молодому человеку в деревне нехуй ловить. Ты множество своего времени и ресурсов посвящаешь ненужной абсолютно деятельности, которая не поможет тебе обеспечить свое более хорошее будущее, да. Ты просто занимаешься, блядь, покрасками, ремонтами, уборками, листьями, крышами, сараями, в общем, полной какой-то хуйней, которой занимаются старики, которым полтинник, их жизнь уже окончена, да. Им уже ни за что бороться и смысла в этом особого нет. Ты же, будучи молодым человеком, свои ресурсы туды спрямовываешь, да.
Опять-таки, дом в селе требует невероятного количества ресурсов по своему обслуживанию. В этом смысле, если у тебя нет надежного человека рядом, да, то ты вообще нихуя не справишься. Ты будешь просто каждый день, блядь, там батрачить, не разгибаясь. Ты будешь все время убирать, ты будешь все время что-то лампичить, но еще и бюджеты сосет. То есть еще и нужная вещь это такой же человек, которого ты смог задурить и в этом селе держать, да, который, ну, в общем, нужна жинка еще при этом, или парень, да, ну, в общем, кто-то еще нужен, какая-то жена декабриста нужна. Это не каждый себе может позволить. Опять-таки, нужно понимать, что я живу в селе в Киевской области, да, а оно, я об этом вот вчера думал, пока засыпал, село в Киевской области это пиздаче, чем город где-то в провинции. Это пиздаче точно там, чем какой-нибудь Кропивницкий, да, и так далее. То есть жить там или жить в селе под Киевом, лучше жить в селе под Киевом. Ты ближе до какой-то суті реальної. Найчастіше ця людина це син. Да, от що, а в селі, от я часто думаю, как бы было хорошо, если бы был сын. Я ему, слышь, пойди, блядь, там, худобу, ну, как мне батя говорил, пойди худобу сделай, то попорай, там убери, давай, работай, работай. Очень не хватает такого человека, реально, которого можно было бы напрягать. Да, ну, в общем, для молодого человека минусов значительно больше, чем плюсов. Ну и понятно, что ты лишаешься многих социальных контактов, да, то есть друзья к тебе редко попадают, жінок тут нема, то есть, ну, ничего здесь, кафе здесь нет, ресторанов здесь нет, никаких культурных мероприятий здесь нет, а это важно все-таки, правда? Все то, что я перечислил, оно помогает выстраивать социальные связи. А если их не выстраивать сейчас, когда их потом выстраивать в 50 год? Так что, в общем, это на любителя. На любителя. Ну, зато так вышел в морозное поле, да, которое снегом покрыто, ходишь, так хорошо на душе. Якщо не проти, додам свої 5 копійок. В селі топ, якщо ти працюєш з дому, не витрачаешься ни на що, ну, кроме дома, он бесконечно поглощает деньги. Да, нужно еще сказать, что дом большой топить это охуенно дорого. Назбирати на переїзд, да, мав можливість назбирати на переїзд в майбутньому, як жив у Києва, сосав бібу. На жаль, лише фігурально. Ну, просто я же говорю, ну вот работаешь ты с дому, да, ну это, я думаю, не стоит обсуждать, да, что если твоя работа завязана на городе, в котором ты живешь, то это выгодно. И если ты уедешь в село, это станет невыгодно, потому что тебе придется добираться на работу. Но я думаю, это не надо обсуждать, понятно, что лучше, если твоя работа не связана с выходами с дома особыми, да. Ну, то есть ты меньше времени тратишь на дорогу, тебе нужно не так рано вставать и так далее. Я думаю, это не стоит обсуждать, но просто кроме этого есть еще... Ну, также это хуёво на будку влияет, на самом деле, если ты сидишь безвылазно в дворе, в хате, в селе. Ну, ты будешь, конечно, там и гулять, и ходить, и в магазин ездить. Но это все равно довольно, на мой взгляд, не очень позитивно влияет на ментальное состояние. Есть относительный компромисс — это жить возле лесных массивов, как в селе, только хоботиться не надо. Мне в Киеве, например, виноградарь нравится в этом плане. Я бы хотел там жить, не знаю, я там был, полная жопа, по-моему, особенно транспортно. Полное очко. Ну, главное, это уже тут другой вопрос, да, вопрос жизни в городе, да, не каждому она нравится, то есть, ну, для меня есть какие-то вещи, которые мне прям делают хуёво. Соседи, малая площадь самого жилья. Ну, а главное, у меня нет квартиры в Киеве, то есть это надо снимать какую-то хуйовую квартиру, тратить нехуйовое количество денег. 50 років це за нинішніми мірками молода людина. У нас міністр соцполітики каже, що у 65-річних чоловіків повно енергії, щоб працювати. Не, работать до сдоху, то понятно, но как раз из-за этого, из-за хуевой медицины в 50 лет у нас люди это уже очень хуевые, блядь, дряхлые. Печальные старики, которым там до конца жизни осталось лет 10. Денчик, чисто хейтер Черкас, Кропивницкого, ну еще Сум. Я, кстати, сын и живу в селе, так мой отец тупо батрачит, пока я сижу в хате, так что вряд ли тебе сын поможет. Ну тут как получится. Было же время, наверное, когда он мог тебя припахивать, правда? Лучше в селе под Киевом или на левом берегу Днепра. Местные по ошибке это место тоже Киевом называют. Ну не знаю, на левом лучше, конечно. Сочувствую, могу понять твою боль. Чтобы ездить каждый день по часу в ресторан ЖК Чикаго, а потом назад в село, нужна серьезная выдержка. Ну, у меня же семерка, да, был бы у меня космолет какой-то, когда сел, блядь, чик, 15 минут, и ты там. Нихуя, ты садишься, и ты нахуй пыхтишь в семерке. Ты пыхтишь, пыхтишь, пыхтишь. Пыхтишь, блядь, всю дорогу. Ты приезжаешь, уже так устал, будто пешком бежал это расстояние.
А в городе с старинной архитектурой стал бы жить, но я таких городов только Киев знаю. Не, ну Запорожье это вообще забей. СССР, кстати, с Японией, по-моему, так и не подписал мирный договор, если не ошибаюсь. Да, война идет. Та яка їм різниця, мир чи війна продовжиться, вони і так заброньовані, а в критичній ситуації перейдуть в свої двоповерхові квартирки в Лондонах. Ну да, це правда, життя. Важко їсти пластмасові мандарини, так їсти їх не потрібно. Вдалого стріму буду дивитись на різочки, бо часу нема, дякую. Привіт, ребяткам. Ден, ти крутой очень, боже, желток, спасибо. Поэтому иди размножайся, подымай демографию, а не в интернете сиди. Эх, у тебя на семерке все передачи втыкаются, все, коробка идеально работает. 8% всех жиг, которые я встречал, не имеют хоть чувак. У меня на жиге 25 тысяч пробега. Из того, что было, это я уработал сцепление оригинальное, лопнули демпферные пружины. И пришлось снимать коробку, менять их. Я менял масло в коробке, после этого коробка стала хуже работать и гудеть. Ну, конечно, лучше заводского масла уже нихуя не будет. Но так все передачи втыкаются, все идеально там хуярит. В селе, да, еще и с хозяйством утром встаю, сейчас ветер рябейший холодный, я пока дойду качок кур открывать сарай и дать жрать, то промерзаю насквозь утром, но зато тихо, спокойно. Блин, оказывается, меня столько людей с села смотрят, друзья, я вас уважаю, реально пушу, уважаю честный труд такой. Спокойно в городе, пока какие-то звуки, я уже не говорю про... Да, звуки заебали, звуки заебут в городе, я вот когда к родителям попадаю, то... Сидишь в комнате, и кто-то бежит на тебя, блядь, а это типа там дети сверху бегают. Невозможно привыкнуть после тишины в селе. Да. Ну да, хозяйство порать надо ранком, то такое дело. А сколько квадратов твоя хатынка примерно? Блядь, да не помню, ну щось до 100 там. Просто надо понимать, что, ну, хаты эти проектировали хуёво, да. Она изначально спроектирована на 2 хозяина, как все эти хаты. То есть советское скотоублюдие даже типа дом не может человеку позволить на 2 хозяина. И комнаты все проходные, кроме типа торцевых. Ну, еще и начинаются они с каких-то, блядь, предбанников, пристроек, где тонкие стены. Довольно, да, кирпич не колодцем, а типа в ряд сложен. Народ, хто мав досвід або шарить, проституція це у нас легально або ні? Ні. Я бачив заборону лише на сутенерство, так хочеться іноді диверсифікувати джерело доходів або знайти втіху. В городе надо зарабатывать деньги, ехать в село. Не, ну каждый ко мне приезжает, кто там из знакомых, из города, и говорит, да, хотел бы так в селе жить. Меня это всегда обижает. А я купил канцелярских резинок, нацепил одну на запястье, и теперь бью себя, когда отвлекаюсь. Ого, ну это как уже какой-то лагерь для повышения концентрации. Ну, в общем, в селе охуенно тяжело работать, охуенно тяжело вырваться сюда. Многим надо пожертвовать для этого. Еще тоже вы вот учитываете, что когда ты попал в хату, довести ее до уровня, чтобы в ней можно было жить, это тоже, блядь, работа нихуя не из легких. Я немного запутался. Ведь когда Залужного убрали, ты говорил, что зря в такой момент меняют руководство. Да, так и говорил. Не, ну любые перемены это потрясение всегда. Просто вопрос в том, чем руководствуются при каких-то кадровых заменах, да? То есть, чем руководствуются при отставке и чем будут руководствоваться при назначении. А в условиях нашей централизации явно не вопрос качества, да, и к тому же, особенно в случае с Залужным, явно стал вопрос его амбиций. Ну вот, и это нам означает, что вряд ли будет качественно лучше замена того, что было. Правда? Да, в такой момент меняет руководство. А сейчас, если я правильно тебя понял, говоришь, что военку необходимо реформировать для эффективного отпора Рашки. Не, я не говорю, что необходимо, я не знаю просто, как это сделать, да. Как этого добиться. То есть реформировать, чтобы стало лучше, это что нужно сделать? Поменять одни лица на другие? То есть сменить опять министра обороны или опять сменить этого главкома кого? Вісті озерця там видав геніальну думку, друзі. А я тут до чого? Ви йому і напишіть ваше мнение, да, ему в комментариях. Мобилизованно, интересно с ним поговорить было бы, я все верю, что когда-нибудь обязательно его позову. К тому же есть контакти його, да, геніальну думку, мобілізованої армії без кнута не буває, а без корупції буває. От як людина може додуматися до такого, воно ж взаємопов'язано. Не знаю. Не все такие умные, как вы, да, то есть без иронии. Все люди разные. Мобилизированная армия без кнута, ну, наверное, реально не бывает. Как же она тогда не мобилизированная получается? А мобилизация это явно не добровольный процесс. По моему опыту, в селе соседи более агрессивные. 3 собак отправили и постоянно ломали забор. Ну, по-разному бывает.
По-разному. И в квартирах бывают хорошие, а бывают бухають постоянно, що-то шароєбять там. Или ще якісь проблеми. Просто треба знайти людину, яка візьме це і зробить. Ну, такі люди, їх зачастую власть боїться, це логічно. Писк, да, миша. Миша у мене когда-то заводилась 2 рази даже. В селі є можливість знайти себе, якщо є знайомі, з якими можна пити разом і пиздіти, то кайф. Ну да, от що, а в селі спиться можна, но якщо ви хотите там в 20 чем-то год спиться просто с альбанами, то я не знаю, это печально, это ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше это делать уже когда-то, когда вам за полтос. Ты понял, я 40 вен не прочел твою первую строчку и думал, что это реальная реформа, а ты написал «пропоную реформу», я думал, что это реальная, но от них можно ждать чего угодно. Пропоную реформу, міняємо контроль з несхідного на висхідний. І тепер в армії плюс буде рейтинг офіцерів, і солдати будуть ставити їм зірочки, в кого менше 3,5 зірочок, приєднується до солдат. Чому зробив вибір жити у селі? Чому продовжуєш? Ну, село подобається, зараз особо нет никакого смысла мне переться в город, и нет возможностей никаких. А почему изначально начал? Потому что занимался радио, и нужна была мастерская большая, потому что это все такое объемное дело, да, требует большого пространства, чтобы все это хранить, паять, заниматься всей этой хуйней, все время замусорено в однухе, невозможно этим заниматься. Ну и типа машина рядом нужна, машину ставить, кстати, вот, блядь, минус советско-скотоублюдной застройки, даже негде деть автомобиль. А просто ставить машину под домом, блядь, постоянно школьники что-то ей учудить пытаются, поцарапал мне кто-то багажник. Ну, ты типа ночью поставил, да, условно, там, в час приехал, поставил под домом, утром ты выходишь, уже поцарапан багажник кем-то, ну пиздец. Места не всегда есть где поставить. Не, ну вы должны понимать, то было время, когда не было комендантского времени, и вообще все было по-другому, то было давно. До речі, про сусідів. Пам'ятаєш пост твіттерського потужника, який піднявся в 7 вечора до сусіда зі словами «вируби малих», за що отримав по їбучці, щось притих. Ну да, видел. Обычная бытовая история. Привет. Это комментарий на ютубе, чат на ютубе. Привет, живу в Канаде с 18 года. Как намекнуть своему коллеге, чтобы он не так часто носил вышиванку и не доебывался за язык? Это коллега до сих пор резидент ЕС, прожил в Польше последние 9 лет. Да нахуй его послать, или он гораздо крупнее тебя телосложением. Блядь, ну не знаю, люди в Канаде доебываются за язык, но это же уже, блядь, вообще какой-то... Доебываются, что ты не на английском говоришь, или в каком ключе? С 18-го года. Видите, в Канаде все наши уже давно. Вишиванка в Канаді, наші живчики. Ні, ну вишиванка це хорошо, правда, у мене вишиванки нема, але в дитинстві була, тому що я був танцюрист, я танцевал, но я был танцюрист-народник. Как я жалею, что я бросил танцы, сука. Жалко, типа, лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии было, если не учитывать угол, который я въебал в забор благополучно. Інтерв'ю Джона Болтона на CNN. О, дуже цікаво, інтерв'ю Джона Болтона. Так бы канадцы донатили реально. Мне было бы круто. Например, чтобы мне хватило на комп за 43 тысячи гривень, що почти косарь доларів, ні много ні мало. Не те, щоб вразило, але було смішно, коли Кіпер, наверное, да? Кіпер навалив про митрополита Агафангела, який їздив вздовж узбережжя з іконою, благословляючи берегову лінію. Ого, правильно. Привет, какой прогноз по поводу окончания войны? Прогнозы не даем, будет ли в чью пользу? Слушай, а в чем польза измеряется? Вот. То есть и в территориальных приобретениях или нет? То есть, да, чисто территориально польза или нет? Если нет, то я думаю, на пользу не пойдет она никому. Не бросил бы танцы, то был бы сейчас стриптизером и нормальные деньги с Ермака загибал. Это правда. Дай ссылочку на виш-лист чи на сборочку по компику. Нема такой ссылки. Я вам что, на вебкаме? Не, ну сделаю виш-лист, хорошо, буду как на вебкаме. Я уже сегодня рассказывал в начале стрима, что это видеокарта, там, да, у нас 3060. В пользу относительно поставленных целей двух сторон. Ну, слушай, ты знаешь, пропалик, есть одна проблема, да, твои вопросы, учитывая фактор того, что я живу в Украине, в украинской юрисдикции, да, они провокативны. То есть мои ответы могут нарушать законы Украины. Поэтому я, наверное, тебе ответить не могу, да, про вопрос там целей каких-то и так далее. И как более отдаленно сказать, ссылаясь, например, на сегодняшнее или вчерашнее интервью бывшего министра иностранных дел Украины, который говорит о том, что Украину примут в НАТО, возможно, через 10 лет,
да, возможно, то в этом смысле Украина с началом войны, на мой взгляд, стала гораздо дальше от вероятного вступления. Была очень далеко, но стала еще дальше от возможного вступления в НАТО, чем была до, да. Ну вот, думайте. Прошла коллегия Минобороны в РФ. Цель на 25 год захватить 4 области. За год набрали 450 человек. Если не пиздят, такое ощущение, что договорняк вообще нереален. Так и говорит министр иностранных дел. Никто не готов капитулировать, а ситуация еще не дошла до предела. Ну, я так это и вижу. Жалко только, что так долго все это осознают. Мивина действительно... Это же надо, блядь, Искандер пишет, чтобы вы понимали. Мивина действительно раньше была вкуснее. Сейчас из аналогов Рива куда лучше. Искандер, це наче як аналог ім'я Олександр у азербайджанців. Ну, ты думаешь, это имя реально у человека Искандер? Представь, как ему живется прикольно. Ну, если у него имя в Украине Искандер. Ты представь, как он с друзьями общается, они ему говорят, ну что, ты уже прилетел на подлете, алло? Ну, он говорит, да, потом трубку ложит, да, Искандер уже на подлете. Не, ну это жестко. Я делал микс из мивины, сухариков и этой херни. Я делал микс из мивины, сухариков и этой херни. До конца уроков хавал. Вот это делайте 3 раза в день, и никакого гастрита не будет. Сын кинжал, дочка поляныца. Это как будет? Кинжал Искандеров? Кинжал Искандеров и поляныца Искандеровна. Блин, ну это жестко. И фамилию на Гойда поменять. Да, то есть... Кинжал Искандерович Гойда. Блін, ну это жорстко. Пора стрімити Бурмалду за такий онлайн, гривень 500 депозита дадуть. Вау. Вау. Вот это да. Да, надо написать Гороховскому и стримить, как я открываю кредитный лимит, да, на 200 штук. Покупаю за него компьютер. Компьютер. Шалом с Одессы. А где пророссийские силы в Украине поднимают голову? В тайном месте. В тайном месте. Нет, ну ты знаешь, если верить лидерам общественного мнения в Украине, да, уважаемым волонтерам, там, другим проходимцам, то поднимают они эту голову прямо в парламенте украинском, прямо в Раде, священному миссии законотворчості. Ха-ха, придивлявся твій хайлайт річної давнини. Ти там казав, що от у 24-му році обов'язково домашнього вина наробиш, бо винограду дохуя. Наробив, чи як завжди? Винограда уродила в этом году дохуя реально. Естественно, як завжди. Естественно, не сделал. Но, ты знаешь, я реально задумался, типа переосмыслил. Я понял, что не хочу его делать, чтобы не пить его. Ну нахуй он надо. Ты ж будешь подпевать, мекать, да? Заливать за воротник потихонечку. Дональд Трамп заявив, що не запрошував Володимира Зеленського на власну інавгурацію. Реально? Жах. Кстати, что думаешь по взрывам зданий силовых контор? Бабки не поделили или под конец года раскрываемость решили показать? Видел там 15-летние в обвиняемых в Украине, в смысле? Да, блядь, по-моему, все просто. Ну, то есть так, как говорят, так и есть, в смысле, что... ну, у России выделен какой-то бюджет у их силовиков на такие кампании в Украине. Многие цепляются за то, что, ну вот недавно подорвали военкомат, где-то цепляются за то, что там еще подорвал какой-то вообще монах, буквально. Ну, визуально скорее. Цепляются за то, что, ну вот смотрите, ракетами бомбят, дронами бомбят, зачем им подрывать людьми, да. По-моему, логично вполне, то есть, ну, пытаются они создать картину того, что люди уже до такого накалились, что подрывают. Ну, то есть, по-моему, это объяснимо вполне. Ну, а так, по-моему, все очень просто, простая, не знаю, диверсийная деятельность, да, так как она выглядит в современном мире, нашем мире технологий и так далее, блядь. Бля, домашнє вино це ігрушка дьявола. В нас в селі теж винограду вродило, тато намотив якісь кубометри цього вина і, блядь, сидить, підбухає нещадно, по чуть-чуть, но регулярно. Ну, от і я о том же, ты делаешь, условно, там, пару этих, блядь, баллонов, да, таких он там стоит, у меня вообще хуй знает сколько, ведра 2. И что ты с ним, блядь, делать будешь потом? Ты же сопьешься за зиму. Не пригласила, он все равно приедет, ну конечно. Что, не пустят разве? Трамп вроде и хуйла не приглашал на инаугурацию. Да, было бы странно, если бы он Путина пригласил. Давайте не множить сущности. К тому же это еще и наверняка знову таки порушення законодавства в Україні.
Мы с пацанами лет 10 назад купили одной бабке 13 литров подобного вина, еще коньяка. Один из друзей оказался в дурке под утро. Ну вот, видишь, опасна эта вещь. Вот это вино, оно сладкущее, а еще его там крепят, то вообще. Вагоны ехали, вокзалы полнятся, а вы не ждали нас, а мы приперлись. Ну, конечно, Трамп не пригласил. Вы представляете, какой у нашего сейчас прайс на корпоративы? Конечно, Новый год, понятно, что сейчас на расхват. Ну, сама влада накаляет обстановку так, что, по моим ощущениям, скоро реально гражданская война начнется в Украине. Не дай бог из-за беспредела ТЦК и ментов. Ну, ты знаешь, не в обиду тебе, просто много таких людей, которые постоянно говорят, что вот-вот начнется гражданская война. Скажите просто мне, как вы ее представляете? Кто с кем будет воевать? Население безоружное. Абсолютно. То есть это будет самая короткая гражданская война, которая будет длиться 1 час. Армія против чинуш. Армія це часть держави, як ни крути. Армія вона на фронті. Вебкамщиці з закладчиками. Лишь бы не было войны. Ухилянты против ТЦК. Да, вот они-то будут воевать. Аж, сука, стіни гнуться. Як тобі, кстати, TikTok і Бойка? Ну, ми про це поговоримо. Вишки Бойка, TikTok і Бойка. Чого? 1 час, учитывая, что мало боеприпасов. Подольше, подольше. Так куча нелегального оружия на черном рынке, даже по официальному. Так слушай, ну это ж черный рынок. Какое к нему соприкосновение имеют там граждане, да? Обычные, смертные. Черный рынок, он существует для криминала, да? Там, блядь, охранники колл-центров, не знаю, хотя у них, наверное, все легально оформлено как-то. Ну, для каких-то других. Эти люди, они не заинтересованы ни в каких гражданской войне. Они паразитируют на той системе, которая существует. На откатах с вот этих всех мобилизационных приколов и так далее. Там, на откатах, ну, со всего криминала, наркоторговли там и так далее, и так далее, и так далее. Эти люди, да, которые там, кто связан с этим черным рынком, кто имеет к нему доступ, да, они нахуй ни в каких переменах уж точно не заинтересованы, да. Потому что они, ну, за счет того, что есть, они за счет этого обогащаются и существуют, правда? Наоборот, населення вооружено как никогда. Не, ну армія це не населення, да, в этом смысле. Армія это армія. Інституція наша державна. Спасибо Зеленскому за детский смех. Ну що ви так? Що там за новина? За срач Барабаш, адміном канала Варшал, адміном якого, як вона заявляє, став пан Лачен. Ну да, це похоже. Ну і це все з присмаком Фаріонщини. Париончин, осуждаем рынок. Рынок мы осуждаем в чате. Есть в чате есть присутствовавшие на раздаче АК-47 на спавне в начале войны. Кто-то был, кто-то писал об этом. Но тот кто-то говорит, по крайней мере, что сдал назад. Охорона кал-центрів мають нагородну зброю. Менти и ТЦК за бабло, яке можна збити. Ну это ж, знаешь, локально, это как помнишь, в Броварах чи где-то. За этот самый, блядь. За вот эту транспортную мафию война была какая-то. Ну, за перевозки на вот этих скотовозках міжгородські. На Маркуса вже була рецензія? Да, був повний порожняк, пане Тарас. Прогнат порожняк, блядь, положняк был полный прогнат. На прошлом стрімі там даже є слово Маркус. Ну, ми люди не військові, тому дивимось на це через призму політики. Не в тому сенсі, що у Маркуса є політичні амбіції, мабуть, є, і я не вважаю, що це погано. А в іншому розрізі, в розрізі того, що армія це маленька держава в дуже грубому баченні. Та от вина башка болит сильно, вискарь поласковее поутрубует. Ну, я не согласен. Не знаю, может, я какой-то слабый, но от вина мне не так хуёво самого плохого утром, как от какого-то White Horse, да, дорогое вроде довольно пойло. Так самое страшное, это типа сильное похмелье, да? В смысле, начинаешь похмеляться и вообще, блядь, уходишь надолго. Не, ну у військових в заначках може і є, да, но я думаю, они сейчас себя не так там погано відчувають. Особенно тот, хто смог так розмутитися. Де, на твою думку, закінчується свобода слова? Призови до насилля. Це ще свобода слова, чи вже ні? Повинно бути як у США, чи якось по-іншому? Я бы в разговорах о свободе слова начал бы с того, что для меня кажется качественным переходом в этом смысле вопрос преступлений в сети интернет, да, потому что законы, направленные на это, да, они всегда почему-то, как правило, написаны очень размыто, да,
и зачастую реально нарушают какие-то принципы не то что права, да, справедливости. Например, о необратимости наказания, да. Похмеляться меньше надо. Я не знаю, честно говоря, какой я принцип необратимости наказания имел в виду. Это просто, блядь, набор слов получается. Я имел в виду правовой принцип такой, что закон не имеет обратной силы. Ну, раз уж я эту вставку делаю, я, наверное, поясню. Что имеется в виду, что во всех, ну, абсолютно во всех случаях, да, во всех юрисдикциях, где это введено, преступление в сети, ну, в смысле, да, связанное с свободой слова и выражения мысли, лайки, там, раз еще какая-то такая, еще какого-то такого характера преступления, да, все они устроены так, что неважно, когда ты это сделал, важно, что это преступление, длящееся во времени. Но есть еще множество уязвимостей, все-таки этот мир сети, да, если мы почитаем, ну, в Украине, по крайней мере, это просто то, что мне доступно, вырок и суду, да, то мы ужаснемся, насколько халатно они к этому относятся. То есть при желании, самое страшное, да, читается, что при желании, ты понимаешь, что человека очень легко под это можно подвести, да, ну, то есть и сложно доказать, что это, например, сделал и ты, не ты, если это реально сделал не ты, да. Ну, в общем, я это имел в виду, не мог не поправить сам себя. Касательно законов там о запрете призыва к сепаратизму, к насилию, там, в смысле насильственной смене власти и так далее, я, ну, к ними отношусь с уважением, так или иначе, да. Тут дело не в Украине, а абстрактно берем какую-то страну. Просто я настаиваю в первую очередь и вас призываю, да, конечно, на том, чтобы все было в рамках правовых, да. Просто в этом проблема Украины. То есть каким бы ты честным ни был, этого мало. Скорее всего, ну, то есть исходя просто из специфики нашей правовой системы, ты не сможешь защитить себя в суде, да. Как они захотят, такой вывод они из твоих слов и сделают. Как бы ты обтекаемо ни говорил. Но есть какие-то закони, як, наприклад, про невиправдання збройної агресії Російської Федерації. Я бы настаивал, чтобы они были включены в пакет каких-то законов о военной цензуре или о ограничении свободы слова на время войны. Да, ну, скорее это ограничение свободы слова, а не цензура, правда? Ну, просто вещи немного разные. В этом смысле они бы просто были потом отменены, и ты можешь говорить, что захочешь. А сейчас так получается, что в этом законе можно усмотреть, скажем так, идею действующей политической силы, чтобы обезопасить себя от критики. Я считаю, это неправильно, несправедливо. То есть они таким образом себя защищают. Здесь есть политический умысел просто. И главное, что этот закон, он бессрочный, то есть он действует всегда. То есть я согласен, хорошо, мы считаем, что законы, которые... Мы считаем, что дискуссии, которые... Это несправедливо, я считаю. Ну окей, консенсус, это народу, просто какая разница, как я считаю, когда можно убедить народ. А это главное, да. Безусловно, народ легко можно убедить в том, что, ну, типа, консенсусной точкой сделать то, что дискуссии на тему, скажем так, причин войны, еще чего-то такого, да, они вредят обороноспособности страны во время войны. Хорошо, но тогда эти законы должны действовать во время войны, а не бессрочно. Ну, то есть на время войны, хорошо, то есть на час дии военного положения. Но они же не так действуют. При этом они еще и кичатся потом перед теми, кто выступает против этого, они кичатся, что ну посмотрите на тута, тута, тута и тута залупу, да, там какие-то страны любые. Вот видите, у них чуть шо военное положение, у них сразу вводится закон о военной цензуре. А у нас нет, мы большие сторонники свободы слова. Уже третий год войны, а у нас нет закона о цензуре, да, какого-то и об ограничении свободы слова. Какие мы хорошие. В этом хорошем на самом деле ничего нет, да, просто разводка такая. Они-то ограничивают свободу слова просто уже перманентно действующими законами, которые не собираются потом прекращаться, их действия, да. Не зовсім згоден. Армія є держава. Ми не кажемо, що мозок це відображення людини. Це і є воно. Ну, не знаю, просто все-таки, наверное, чем-то отличается, да, там чиновник в центральном органе исполнительной власти, представник державы, да, и солдат в окопе. Ну, разница какая-то есть между ними. Кто-то тебе скажет еще какие-то там пункты Конституции о том, что армия не может быть применена против народа, например, да. За преступления в интернете надо наказывать запретом в него заходить. Да, запреты на деятельность тоже не знаю, насколько это может быть справедливо. За преступление в интернете бан в пиздорезке навсегда. За оправдание агрессии еще лепят любой инфопук в сторону влады. Ну да.
Ну, лінгвістична експертиза а-ля Russian Style напише правильний висновок. Ну, саме так. З цього потрібно начати, з цього потрібно почати. С этого нужно начать, потому что какие бы законы вы ни написали, если у вас так выглядит правовая система, да, то ничего не поможет вообще, да. Ну, не может же, нельзя же их все отменить. Какие-то останутся, и через них будут дрочить тогда. То есть можно не создавать там пакет законов, достаточно остановиться на законе. В любой стране он есть, закон про державну зраду. И под него подтягивать, ну, все что угодно, сообщения в интернете через лінгва, залупінські експертизи всякі і так далі. Що думаєш про графу проти всіх? Має право на дискусію? На дискусію все має право. Що ж це коїться, людоньки, да? А я уже не помню, на что я отвечал и почему я так отвечал. Ну, спасибо тем, кто задает вопрос. А, це було питання від Buffalo Bilла, де, на твою думку, закінчується свобода слова. Ну, на это ответить не могу, потому что считаю, что это не так важно, как именно добиться правового государства и справедливого суда, как бы это банально не звучало, да? Чтобы каждый мог себя в нем защищать справедливо. Ну, понимаешь, что понятие растяжимое, оно... Представить у нас такое дело, как было с этим... Опять-таки, это просто абстрактный пример, да, как было с Кайлом Риттенхаузом, да, вот этим, который застрелил протестующих, которые на него напали. Представить в Украине такое дело сложно. Именно в смысле такого же политического контекста. Нужно ли говорить, что такого политического контекста в деле какого-нибудь Стерненко не было? Не было. На каком стриме ты про Маркуса говорил? На прошлом. Тут якесь питання було. Як думаєш, Маркус потім почне топити за Залужного, коли той піде на вибори президента? Ну він вже зараз там, наче тільки. Ну я посмотрел тільки дві частини. Наче тільки позитивно каже про Залужного, тільки в позитивному ключі. Из этого я сделал вывод, что, видимо, они как-то, ну, как потенциальные союзники, да? Но это то, что я только посмотрел. Подкасты. Да, теперь я в формате подкастов, есть на Spotify подкастах и Apple подкастах. Спасибо тем, кто слушает, спасибо тем, кто там оценивает что-то. Не знаю, какой толк, но спасибо, тем не менее. Спасибо за прослушивание нашего коричневого радио. Друзья, названием стрима, да,